Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать объемную красивую косу, сплетенную из 8 петель. Для данного узора необходимо набирать количество петель кратное 13, плюс 5 петель для симметрии, плюс 2 кромочные. Раппорт в ширину 13 петель, в высоту мы повторяем с 7 по 16 ряд. Для образца мы набрали 20 петель, из них первая и последняя это кромочные петли, остальные 18 петель это петли нашего узора. Приступаем к выполнению. Кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. Далее мы должны провязать 5 изнаночных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Выполнили. Далее 8 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и последняя 8 петля. Провязали. Далее снова 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5. Выполнили. И кромочную петлю в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Первый ряд готов, работу переворачиваем. В изнаночных рядах мы будем вязать по рисунку. То есть над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными изнаночные. Кромочную мы снимаем и провязываем по рисунку 5 лицевых петель. Раз, два, три, 4, 5. Выполнили. Затем 8 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. И снова 5 лицевых. Кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Провязали. Работу переворачиваем. В третьем, четвертом, пятом и шестых рядах мы будем вязать по рисунку. В третьем ряду провязываем 5 изнаночных. Затем 8 лицевых. И снова 5 изнаночных. Кромочную в конце провязали изнаночной. Поворачиваем работу и снова вяжем по рисунку. В четвертом ряду у нас идут кромочную, снимаем. Далее 5 лицевых. Затем 8 изнаночных. И так по рисунку мы еще провязываем 5 и 6 ряды. Мы провязали первых 6 рядов. Для выполнения 7 ряда делаем следующее. Кромочную петлю мы снимаем. Далее провязываем по рисунку 5 изнаночных. И теперь 8 лицевых, это наша будет коса, провязывать следующим образом будем. Для выполнения косы мы будем использовать специальную спицу, коротенькую для выполнения. И первые 4 петли мы должны будем снять на эту дополнительную спицу. Захватываем первые 4 петли и с левой спицы
переносим на дополнительную. Таким образом и оставляем перед работой. Далее мы должны провязать 4 лицевых, которые остались на левой спице. Провязываем первую, вторую, третью и четвертую. Провязали. Затем снятые петли мы возвращаем на левую спицу. И тоже их провязываем лицевыми. Первую провязываем, вторую, третью и четвертую. Получилось у нас такое перекрещивание. Далее по рисунку 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную в конце провязываем изнаночной. Выполнили. Работу поворачиваем. В изнаночном ряду, как и ранее, вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Дальше 5 лицевых. Затем 8 изнаночных. Провязали. Снова 5 лицевых. И кромочную в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей. Это 9 ряд. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мы должны вязать по рисунку. Кромочную снимаем, провязываем 5 изнаночных. Далее 8 лицевых. И снова 5 изнаночных. И так по рисунку выполняем до 16 ряда. Мы провязали с вами 16 рядов, и теперь приступаем к выполнению 17 ряда. Он выполняется как 7, то есть мы будем выполнять перекрещивание 8 петель косы. Кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. Далее 5 изнаночных. Провязали. И теперь снова мы используем дополнительную спицу. И первых 4 петли нашей косы мы переносим на эту спицу. Снимаем и оставляем перед работой. Вот так. Далее мы провязываем 4 лицевых, которые остались на левой спице. Первая, вторая, третья и четвертая. Затем снова вернем снятые петли на левую спицу. Вернули и их провязываем лицевыми. Первая, вторая, третья, четвертая. Вот уже хорошо просматривается наша косичка. Заканчиваем ряд, провязываем 5 изнаночных. И кромочную в конце провязываем изнаночной петлей. Мы закончили 17 ряд. Он вяжется как 7. Затем переворачиваем работу на изнаночную сторону. И 18 ряд провязываем как 8. Кромочную снимаем и вяжем по рисунку. 5 лицевых. Далее 8 изнаночных.
И снова 5 лицевых. Кромочную в конце провязываем изнаночной. Далее провязываем необходимое количество рядов. Мы закончили выполнение нашего образца. Сегодня мы с вами научились вязать красивую объемную косу из 8 лицевых петель. Для данного узора необходимо набирать количество петель кратное 13, плюс 5 петель для симметрии и плюс 2 кромочные. Узор в высоту повторяется с 7 по 16 ряд. Первые 6 рядов не входят в узор. Так выглядит полотно с лицевой стороны. Это изнаночная сторона. Я желаю вам творческих успехов!